Свой первый студийный альбом после восстановления группа Colosseum выпустила в 1997 году. Назывался он Bread and Circuses. Я этот альбом для своей коллекции не покупал. «Хлеб и зрелище» – это известная цитата из книги писателя Децима Юния Ювеналиса, сегодня известного как Ювенал. Теперь, когда никто не покупает наши голоса, общество давно отбросило свои заботы. Народ, который когда-то раздавал командование, консульство, и легионы и все остальное, теперь больше не вмешивается и жаждет только двух вещей – хлеба и зрелищ. Хлеб и зрелище – это отсылка к бесплатной раздаче еды, гладиаторским боям и гонкам на колесницах. И писатель чувствовал, что римляне совершенно погрязли в бездумном самоудовлетворении. Альбом воссоединения Bread and Circuses демонстрирует более зрелое и организованное звучание джаз-рок-фьюжн, отходя от ранних прогрессивных роковых корней. Несмотря на отсутствие эпических импровизаций и зажигательной динамики классического периода, альбом хвалят за сжатые, хорошо выстроенные песни, высокий уровень мастерства музыкантов и мощный грув, созданный совместными усилиями Джона Хайсмана, Дэйва Гринслейда и Клема Клемсона, не говоря уже о саксофоне Дика Хэкстелл-Смита и суровом голосе Криса Фарлоу. Альбом считается достойным творением группы среди ее поклонников, которые росли вместе со звучанием группы и ценят фирменное сочетание стилей музыки Colosseum. Музыканты на этом альбоме демонстрируют зрелый и утонченный музыкальный подход, сменив бурные импровизации и манеру бунтующей молодежи, характерные для песен группы ранних лет. Композиции более тщательно продуманы, вокал и выразительные соло стали более лаконичными, хотя некоторые критики считали, что это ограничивает возможности музыкантов для полного самовыражения. Тем не менее, несмотря на более короткую структуру песен, индивидуальные таланты участников группы, особенно Джона Хайсмана, Дэйва Гринслейда и Клема Клемсона, все так же очевидны и вносят значительный вклад в энергетику и звучание альбома. Это крепкий блюз-джаз-рок. Альбом представляет собой гармоничное сочетание энергии и проникновенных джазовых ноток с фанковым басом Марка Кларка и мощным вокалом Криса Фарлоу. Альбом считается успешным и долгожданным возвращением группы после более 20-летнего перерыва. Хорошим способом отпраздновать воссоединение и подарить приятные впечатления ее давним поклонникам. В целом, критики оценили альбом как хорошо продуманный и страстно исполненный, хотя, возможно, он и не достигал высот ранних работ группы. Хорошо это или плохо, но Colosseum спустя десятилетия продолжили свое творчество с того момента, где они и остановились. Как будто ничего не изменилось. Уровень музыкальности, энергии и разнообразия остался неизменным, таким же воодушевляющим, как и прежде. Свой следующий студийный альбом группа Colosseum выпустила с немалым перерывом. Очередной их альбом под названием Tomorrow's Blues вышел в 2003 году. И снова этот альбом выпускался только на CD, а перевыпуск на виниле был в 2022 году. К сожалению, я этот альбом также не покупал для своей коллекции. Альбом Tomorrow's Blues отметился высокой музыкальностью, более тяжелым роковым звучанием с элементами импровизации и напористым вокалом Криса Фарлоу, хотя более сдержанным и искусным по сравнению с его юными годами. Над альбомом трудился тот же состав группы, который был и на предыдущем альбоме, но с усилением духовой секции 3 приглашенными музыкантами. Критики снова хвалили альбом за высокое исполнительское мастерство музыкантов, сложную ритмику, замысловатые басовые линии, проникновенный орган и пронзительное гитарное соло. Музыку альбома описывают как джаз-роковый блюз в песенной форме, размеренной и искусной, иногда с легкой примесью прогрессивного блюз-рока. Песни альбома снова демонстрируют зрелость группы и превосходное владение инструментами. Уже с первого и заглавного трека Tomorrow's Blues альбом представляет нам прекрасное арпеджио на гитаре от Клема Клемсона, изящное соло и превосходный вокал замечательного Криса Фарлоу. И все это, как всегда, поддерживается четким изобретательным ритмом.
На альбоме присутствуют два хороших инструментальных трека «Arena in the Sun» и «The Net Man», написанных Гинслейдом. И снова группа использует для своих песен тексты поэта-битника Пита Брауна в 3 треках. Хотя его текстуры уже не такие импрессионистские, как в лучшие годы. Некоторые поклонники группы считают этот альбом одним из лучших в творчестве группы после их воссоединения, и что он демонстрирует собой шаг вперед их в мастерстве. Лично мне этот альбом понравился. В октябре 2010 года была опубликована биография Джона Хайсмана «Playing the Band. Музыкальная жизнь Джона Хайсмана». Книга была опубликована издательством Temple Music Books и написана Мартином Хэнсоном. Книга представляет собой подробный рассказ о музыкальном пути Хайсмана, включая его участие в различных группах, сотрудничество с женой Барбарой Томпсон и его опыт, связанный с изменением музыкальной индустрии. Работа над книгой шла более 2 лет. Колин Ричардсон, менеджер оригинального Колизея и давний друг Джона и Барбары, внес свой вклад в редактирование книги. В книге более 450 страниц с более сотней цветными и черно-белыми фотографиями из частной коллекции Хайсмана. Свой очередной альбом под названием «Time on Our Side» группа Colosseum выпустила в 2014 году. В основном альбом выпускался на CD, хотя и был один выпуск в Германии на виниле. Уже в 2022 году альбом перевыпускался как на виниле, так и на CD. К сожалению, этого альбома в моей коллекции нет, и я его не купил. Как всегда, альбом хвалят за широкий музыкальный размах, превосходную инструментальную работу и отличный вокал. Лично мне этот альбом показался более размеренным, мелодичным и умиротворяющим. Мне лично этот альбом показался весьма приятным. В отличие от своего предшественника, Time on Our Side представляет собой гораздо более широкий спектр музыкальных идей, выходя за рамки более прогрессивного стиля предыдущих работ группы. Джон Хайсман рассказывал о создании этого альбома. В 2011 году мы начали анализировать идеи и песни, которые у нас были, чтобы понять, что мы можем сделать. Думаю, для всех нас стало неожиданностью, что нам удалось так легко собрать этот альбом. Традиционно альбомы Colosseum не так-то просто создавать. Я никогда не понимал, почему. Думаю, нам всегда было сложно придумать материал, который был бы квинтэссенцией Colosseum. Нам было сложно покормить нашего монстра. Но в этом альбоме было что-то свободное, и было довольно легко придумывать материал, который мы записали. Мне очень нравится этот альбом, потому что когда я его слушаю, ощущается какая-то легкость. Некоторые ранние композиции Colosseum были довольно жесткими, и я рад, что дух этого альбома оказался круче. Надеюсь, он также понравится и фанатам. Это первый альбом после смерти Дика Хекстала Смита в 2004 году. После его смерти жена Джона Хайсмана Барбара Томпсон стала полноценным членом группы и отлично справлялась с партиями духовых инструментов. Альбом начинается с трека Safe as Houses, очень плавной блюзовой композиции с джазовыми нотками. На втором треке альбома, в песне Blues to Music, мы слышим вокал не только Криса Фарлоу, но и Анны Грейси, дочери Джона Хайсмана и Барбары Томпсон. Грейси также написала и музыку, и стихи к этой песне. Альбом выделяется первоклассным инструментальным материалом, особенно великолепной игрой Барбары Томпсон на духовых инструментах и слаженной ритм-секцией. Третий трек The Way You Waved Goodbye – это очень мелодичная композиция с отличным вокалом Криса и Марка. Трек Dix Licks, скорее всего, это дань уважения Дику Хексталу Смиту, от давних авторов песен Colosseum Пита Брауна и Дэйва Гринслейда. Очень хорошая песня. Закрывает первую сторону альбома прекрасная баллада в исполнении Марка Кларка «Nowhere to be Found». Вторая сторона альбома открывается с хорошей блюзово-джазовой пьесы City of Love. Все следующие песни этой стороны также вызывают приятные эмоции от прослушивания. Трек «Анна Домини» пропитан духом ранних работ группы, и он отлично завершает альбом. Альбом Time on Our Side – это джаз-блюзовое звучание, насыщенное обширными музыкальными соло с великолепным музыкальным материалом. Скажу так, я хотел бы иметь этот альбом в своей коллекции. 21 июня 2022 года вышла новая книга биографа Хайсмана Мартина Хансона. Книга называлась «Путешествие Джона Хайсмана в машине времени. Альбом за альбомом». Это тщательно исследованный и прекрасно иллюстрированный том, в
котором подробно рассматриваются записи произведений Джона Хайсмана. Книга издана издательством Temple Music. 28 февраля 2015 года состоялся прощальный концерт группы Colosseum. Но уже в 2019 году состоялось второе воссоединение группы. Группа снова возродилась уже после смерти Джона Хайсмана. Он ушел из жизни 12 июня 2018 года в возрасте 73 лет от кровоизлияния в мозг после операции по удалению опухоли головного мозга.